Почему муж перестал дарить подарки? Жена в этот момент начинает обычно чувствовать себя ненужной, нелюбимой, нежеланной. Особенно те женщины, для которых язык проявления любви как раз-таки через подарки. Часто такие женщины формируются в семьях, где мама-папа дарили девочке подарки, и таким образом проявляя свою любовь. Особенно это часто бывает в семьях, где мама и папа были очень заняты. И вот именно так подарками пробовали компенсировать свою любовь. И вот женщина с такой потребностью в подарках вдруг понимает, что муж перестал дарить подарки. И автоматически рождается такая мысль в голове, как связь. Раз перестал дарить подарки, значит больше меня не любит. В этом видео расскажу, что же на самом деле происходит в ваших отношениях, если вы в такой ситуации, и что делать. Я психолог Наталья Корнеева, вы на канале про отношения. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны на этот канал. Здесь очень важно, самое первое, разделить, что мужчины бывают двух категорий, очень условно. Мужчины, которые в принципе любят дарить подарки, и мужчины, которые, так скажем, прямо жадноваты. И подарить подарок женщине, особенно какой-то ценный для них, это прям великий поступок. Поэтому сначала определите, а ваш мужчина к какой категории относится. И поделитесь в комментариях. Мне интересно, в каких комментариях, о каком типе мужчин будет больше. Следующее. Если мужчина вообще-то любит дарить подарки, а тут вдруг перестал, проанализируйте, а как у него с финансовым положением. Конечно, если вы видите прямую связь. Раньше он мог легко себе это позволить, а сейчас с деньгами стало трудно. Ну вот мы видим прямую связь. Но если вроде бы очевидных каких-то финансовых перемен нету, что же это может быть? Обида. Если вдруг он затаил на вас обиду, но не умеет говорить об этом прямо, не умеет поговорить, разложить все по полочкам, спросить, если есть у него какие-то вопросы, он замыкается. И таким образом он может как будто бы вас наказывать отсутствием подарков. И тогда было бы здорово, если бы вы первая вышли с ним на разговор и помогли ему, не умеющему, прожить этот конфликт, не затаивая обиду, а решая проблемы. Но многие из нас этого делать не умеют. Этому навыку, как именно конфликтовать, при этом не ссорясь, не ругаясь, а наоборот становясь более крепкой парой, я обучаю на своей второй ступени курсов про отношения. Если же ваш мужчина в принципе-то жадноват, и сделать подарок какой-то ценный для женщины, для него это целый поступок. И тут вдруг он вроде раньше эти поступки хоть как-то делал, а сейчас перестал. В чем может быть причина? Попробуйте вспомнить, а может быть были такие ситуации, когда он приносил этот подарок и не получал от вас такой бурной радостной реакции, как ему хотелось бы. Логично, что эта реакция не должна быть всегда такой чересчур. Нормально, если вы ее не давали, но может быть для вашего мужа основной мотив принести вам подарок, учитывая его жадность характера, именно получить от вас вот эту гиперреакцию. И тогда он, может быть, раз за разом какое-то время делал свой вот этот вот великий поступок, а того, чего ожидал, взамен не получал. И у него родилась такая привычка: а что я буду это делать, я не получаю потом то удовлетворение эмоциональное, как я хочу, а именно подпитаться вашими эмоциями радости. Получить такую, знаете, как бы завуалированную похвалу: какой ты мой герой, ты мне такую классную вещь подарил. И здесь можно быть умной, разумной женщиной и все-таки дать мужчину в ответ то, что он хочет. Ну а как же это сделать, если подарки-то он дарить перестал? Начните говорить о том, что вам было бы очень-очень сильно приятно, если бы он вам подарил. И дальше называйте что, или не называйте, да, вот уже дальше, как вам хочется. То есть простимулируйте его, попробовать сделать это еще раз, как будто пообещав ему, дав ему предвкушение того, что когда он сделает этот подарок, вы будете прям настолько счастливы, что ого-го. И если он решится очередной раз это сделать, просто наградите его кучей комплиментов. Покажите вашей мимикой, как вы счастливы и рады. Расскажите, как эта вещь вам очень нужна, и какой у вас золотой, замечательный муж, что именно он вас порадовал этой вещью. Многих женщин может начать воротить даже от одной мысли, что вот такое сделать, да фу, это так унизительно, и что я тут должна перед ним прыгать, как курица на золотых яйцах, скакать и показывать ему гиперэмоции. Мы в отношения всех входим не идеальные, у нас у всех есть свои тараканы. И лучше всего проживают эту жизнь более счастливо те люди, которые умеют лучше адаптироваться к
тем обстоятельствам, в которых они оказываются. Раз уж у вашего мужчины, если вдруг есть такая особенность, то у вас есть выбор. Можно гнуть свою линию и не подстраиваться здесь под него, имеете на это полное право. А можно проявить гибкость, мудрость и адаптивность и дать человеку в ответ те приятные чувства, которые он хочет получить. А как сделать человеку приятно? Если мы будем делать человеку приятно так, как нам для себя приятно, не факт, что мы попадем в эту точку. Нужно просто узнать, а что человеку на самом деле приятно, и попробовать в ответ это ему дать. Поэтому выбирайте, как вам поступить, а я в свою очередь предлагаю вам стать еще мудрее, узнав 19 распространенных ошибок в отношениях. Посмотрите это видео. Благодаря нему вы поймете, какие ошибки в отношениях совершаете вы, а какие ваш муж. Сможете убрать какую-то часть этих ошибок самостоятельно, и только от этого ваши отношения улучшатся. Чтобы посмотреть это видео, пройдите простую регистрацию, просто оставьте почту, получите доступ к первой ступени моих курсов про отношения и сможете посмотреть ее абсолютно бесплатно. Используйте эту возможность, пока она еще есть.